Всем привет-привет! Рада видеть вас у себя в гостях. Сегодня расскажу и покажу, когда можно отделять деток от материнского листа. Новых подписчиков больше становится, вопросы чаще такие задают. Поэтому сегодня как раз решила просмотреть теплички, какие кандидаты уже готовы к рассаживанию. Вот этими детками нужно сейчас заняться. И как раз освободилось место в теплице для укоренения новых листиков. Смотрите, самое главное, вовремя нужно достать деток из теплицы. Если вы, конечно, пользуетесь тепличками для укоренения, то старайтесь не передерживать деток. Ни в коем случае они не должны касаться самой крышки теплицы. Упираться в нее они не должны. Иначе детки начнут вытягиваться, деформироваться, и это будет не детка, а кракозябра, которую проще уже перевырастить. Ну и слишком рано отделять деток тоже не стоит от листа. Если детки, к примеру, вот такого размера, они еще слишком маленькие, они могут не выжить. Вот такие детки к самостоятельной жизни не готовы. Поэтому с ними нужно еще повременить, они должны еще подрасти, набраться сил, отделять их еще рано. Следующий момент. Перед отделением деток от материнского листа детки не должны быть слишком мокрыми или слишком сухими, чтобы не повредить хрупкую корневую систему. Детки должны быть слегка влажными, то есть грунт должен быть слегка влажным. Корневая очень нежная, и если грунт будет мокрым, то вы будете просто вместе с комом земли отламывать эти корни. Если он будет сухим, то корни тоже будут просто как бы ломаться. Поэтому лучше, чтобы грунт был слегка влажным. Далее, если это пестролистные детки, то обратите внимание, что отделять их нужно, когда листва будет максимально зеленая. Если детка практически белая, вот как здесь на кончике, да, листика, если детки практически белые, то они могут не выжить. Поэтому должен присутствовать зеленый пигмент. Тогда можно смело отсаживать. Вот такие вот основные нюансы. Давайте начнем с сорта НД Одесситка. Красивые сине-фиолетовые звезды с розовыми фантазийными горохами. Здесь несколько деток. Лист уже начинает пропадать, но детки уже в принципе вполне готовы самостоятельно развиваться. Поэтому будем их разделять. Эти уберем в сторону. Так, обминаем стаканчик и аккуратненько разделяем. Просто тянем лист в сторону, он легко отделяется. И вот наши детки. Одна и вторая. Этой досталось больше корней, конечно. И вот такая вот еще была третья, малюсенькая. Итак, две детки, одна побольше, другая поменьше. Ну ничего страшного, эта детка тоже хорошо приживется. Будем их сажать. Подготовила я уже стаканчик. Буду сажать в чистый торф, в классман. На дно я поклала пенопласт. Можно не ложить, когда кладу, когда нет. Больше делаю это не для дренажа,
чтобы меньший расход торфа был. Делаем просто небольшое углубление и вставляем нашу детку. Все готово. Сильно не утрамбовываем, не приминаем. Сразу поливаю. По чуть-чуть по краю стаканчика. Так, сейчас возьму еще второй стаканчик. И вставлю в него саму детку, чтобы не пачкать подоконник или стеллаж. Вставляем во второй стаканчик. Все, детка посажена. Не забываем название. Потом я еще поставлю дату, когда я посадила эту детку, чтобы знать. И сейчас точно так же рассажу всех деток. Это Уси-Пуся, красивый тоже сорт, розовые такие розочки с салатовой гофрированной каймой. Очень красивый сорт. В тепличку я их уже ставить не буду, то есть вполне уже подрощенные детки, которые могут самостоятельно развиваться без теплички. Рассадила всех деток. Вот такой детский сад получился. Полила всех, подписала. Кстати, сорт Уси-Пуси было 2 детки. Не сразу заметила такую малышку. Ну, в торфе все быстро развивается. Скоро это будут хорошо подрощенные детки. Позже покажу результат. А сейчас все, что нужно на данном этапе для лучшего, скорейшего роста, это хорошее обильное освещение. Ну и, конечно же, своевременный полив. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. А если у вас остались вопросы, жду вас в комментариях. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!